Джой сидела на мягком диване в гостиной, подтянув колени к груди, и смотрела в пол, словно желая, чтобы этот день поскорее закончился. Монако, город роскоши и бесконечного летнего солнца, всегда казался ей родным домом. Однако сегодня тепло средиземноморского бриза не смогло коснуться ее, и от ее обычно яркой улыбки не осталось и следа. Ее отец, Алан, взглянул на нее из кухни, озабоченно нахмурив брови. Он знал свою дочь лучше, чем кто-либо другой, и то, как она сидела, молчаливая, замкнутая, было совсем на нее не похоже. Джой была энергичной 13-летней девочкой, полной смеха и жизни. Она посещала королевскую школу для элиты, одну из лучших школ в Монако, место, предназначенное для формирования лидеров завтрашнего дня. Однако в последнее время Алан заметил в ней перемену, тихую грусть, которая, казалось, с каждым днем становилась все глубже. Налив ей стакан воды, он подошел к дивану и сел рядом с ней. «Джой, детка», — мягко сказал он, ставя стакан на стол перед ней. «Ты была молчалива с тех пор, как вышла из автобуса. Что происходит?» Джой сначала не ответила. Она крепче обхватила колени руками и прикусила губу, пытаясь сдержать слезы, которые вот-вот готовы были хлынуть из глаз. Сердце Алана сжалось. Он нежно положил руку ей на плечо, призывая открыться. «Что-то случилось в школе?» — спросил он спокойным, но обеспокоенным голосом. «Тебя кто-то обижает?» Губы Джой задрожали, когда она, наконец, подняла взгляд на отца. Ее глубокие карие глаза, обычно такие же веселые, как и ее имя, были затуманены болью. Она так долго что-то сдерживала, но сейчас, сидя рядом с отцом, почувствовала, как это рвется наружу. Водитель автобуса снова сделал это, прошептала она дрожащим голосом. Сердце Алана замерло. «Что он сделал, Джой?» Его голос звучал ровно, но пульс участился. Он заметил, что с ней что-то не так, когда она начала ездить на школьном автобусе, но не давил на нее, думая, что это обычные трудности взросления в школьной жизни. Джой с трудом сглотнула. У нее перехватило горло, когда она заговорила. Он продолжает отпускать замечания. «Папа, обо мне, о моей коже». Она замолчала, смаргивая слезы. «А сегодня?» Он сказал, что я должен сидеть в конце автобуса, подальше от других детей, как будто мне здесь не место. Алан замер. Его худшие опасения подтвердились. В течение нескольких недель он видел, как Джой возвращалась домой притихшей, без обычной энергии. Он надеялся, что это просто подготовка к новому учебному году или необходимость посещать такую престижную школу. Но теперь, услышав ее слова, в нем начал подниматься гнев, который он пытался подавить. «Что именно он сказал?» — спросил Алан спокойным, но настойчивым голосом. Ему нужно было знать каждую деталь. Джой поколебалась, затем продолжила, понизив голос почти до шепота. «Иногда он обзывает меня папа, говорит что-то вроде «Тебе повезло, что ты вообще здесь. А такие люди, как вы, обычно не садятся впереди». Алан крепче вцепился в край дивана. Его мысли лихорадочно метались. Как он мог не знать, что это происходит? Как мог взрослый мужчина, ответственный за безопасность и благополучие детей, так поступить со своей дочерью, его драгоценной дочерью Астериск? Как мог он так поступить сегодня? Продолжила Джой прерывающимся голосом. А когда я не сдвинулась с места, он наорал на меня при всех, велел мне идти и сесть сзади. По щеке Джой скатилась слеза, и Алан почувствовал, как его сердце разбивается вдребезги. Дело было не только в нескольких грубых словах. Речь шла о достоинстве его дочери, о ее чувстве собственного достоинства. Он больше не мог этого допустить. Не говоря больше ни слова, Алан достал телефон и набрал 911. Его рука дрожала, когда он нажимал на кнопку вызова, но его решимость была непоколебима.
Никто, астериск, никто, астериск, не заставит его дочь почувствовать, что она хуже других. Когда зазвонил телефон, Джой подняла на отца широко раскрытые глаза. «Папа, что ты делаешь?» – спросила она тихим, почти испуганным голосом. «Я звоню в полицию, Джой», – сказал Алан спокойным, но полным решимости голосом. «Это продолжается уже достаточно долго». Диспетчер ответил, и Алан быстро объяснил ситуацию. Его голос звучал ровно, но с нотками гнева. Он рассказал им о замечаниях водителя автобуса, о том, как он обращался с Джой, и о том, что происходило в течение нескольких недель. Он больше не собирался позволять этому человеку безнаказанно действовать. Джой сидела, наблюдая за отцом, и сердце ее бешено колотилось в груди. Она не ожидала, что он вызовет полицию. Она боялась даже рассказать ему о том, что происходит, боялась, что это каким-то образом только ухудшит ситуацию. Но теперь, видя, как отец заступается за нее, она почувствовала то, чего не чувствовала уже очень давно – безопасность. Закончив разговор с диспетчером, Ален повернулся к Джой, и его лицо смягчилось, когда он увидел страх в ее глазах. «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это, детка, но это прекратится. Прямо сейчас». Джой кивнула, испытывая смесь облегчения и страха. Ее всегда учили быть сильной, справляться совсем самостоятельно, но такое... Это было слишком тяжело для нее, чтобы вынести в одиночку. Через несколько минут раздался стук в дверь. Однако снаружи стояли двое полицейских с серьезными лицами, когда Алан впустил их внутрь. Они внимательно слушали рассказ Джой о том, что произошло в школьном автобусе. Сначала ее голос дрожал, но благодаря постоянному присутствию отца рядом с ней, она нашла в себе силы рассказать всю историю. Офицеры переглянулись, делая пометки, и их лица застыли, когда они слушали. Когда Джой закончила, они заверили ее, что разберутся с этим, и что такое поведение недопустимо. Один из полицейских опустился на колени рядом с ней и сказал: «Джой, ты правильно сделала, что рассказала своему отцу. Мы позаботимся о том, чтобы с этим разобрались». Когда полицейские ушли, чтобы связаться со школой и автобусной компанией, Алан повернулся к Джой. «Я горжусь тобой», – тихо сказал он. «Требуется мужество, чтобы высказаться, особенно когда кто-то заставляет тебя чувствовать себя ничтожеством. Но ты не маленькая, Джой. Ты сильная, и никто, даже тот водитель автобуса, не сможет отнять это у тебя». Джой посмотрела на своего отца, ее глаза наполнились слезами, но в то же время и проблеском надежды. «Спасибо, папа», – прошептала она, крепко обнимая его. Впервые за несколько недель тяжесть, которую она несла на своих юных плечах, начала спадать. На следующий день, когда Джой вошла в школьный автобус, ее сердце бешено колотилось в груди. Она не была уверена, чего ожидать. Будет ли там водитель? Скажут ли что-нибудь другие дети? Войдя в автобус, она замерла. Водитель был не тем мужчиной, который мучил ее несколько недель. Вместо этого ее приветствовало новое лицо, женщина с доброй улыбкой. «Доброе утро, Джой», – тепло поздоровался новый водитель. «Твой отец поговорил с руководством школы, и отныне я буду твоим водителем». Джой моргнула, переваривая слова. Она почувствовала, как ее захлестывает волна облегчения, кивнула, прошла по проходу и нашла место в первых рядах, где ей всегда нравилось сидеть. Никто не произнес ни слова. Казалось, что темная туча, которая неделями преследовала Джой в автобусе, наконец-то рассеялась. Когда Джой приехала в школу, все изменилось. Она шла по коридорам, высоко подняв голову. Она больше не была невидимкой. Ее видел не только отец, но и все, кто имел для нее значение. Администрация была проинформирована об инциденте, и они незамедлительно приняли меры. Водитель автобуса была уволена, и они заверили ее, что в дальнейшем будут более внимательно следить за ее благополучием. За обедом Джой сидела со своими друзьями, чувствуя себя легче, чем когда-либо за долгое время.
Она снова начинала чувствовать себя самой собой. Но по прошествии дня она поняла, что изменилось, и что-то более глубокое. Речь шла уже не только о водителе автобуса. Речь шла о мире, в котором она жила, и о том, как она видела себя в нем. Джой всегда знала, что она отличается от многих детей в королевской школе для избранных. Она была одной из немногих чернокожих учеников. И хотя она всегда гордилась своим происхождением, последние несколько недель заставили ее почувствовать себя изолированной, чего она никак не ожидала. Но сейчас, сидя за обеденным столом в окружении смеющихся друзей, она поняла кое-что важное. Она была не одинока. Отец показал ей, что она заслуживает уважения, что у нее есть право постоять за себя и что она не обязана молча нести бремя предрассудков. У нее был голос, и это имело значение. В тот вечер, когда Джой и Алан сидели за обеденным столом, Джой наконец заговорила о том, что было у нее на уме. «Папа, почему люди так к нам относятся?» – тихо спросила она, перекладывая еду на тарелки. «Я не сделала ничего плохого. Так почему же они заставляют меня чувствовать себя чужой?» Алан отложил вилку и посмотрел на свою дочь. Его сердце разрывалось от осознания ее невиновности. Он всегда знал, что однажды Джой столкнется с этой суровой реальностью, но надеялся, что это произойдет не так скоро. «Джой», — начал он, тщательно подбирая слова, — «иногда люди боятся того, чего не понимают, и иногда их учат верить в то, что не соответствует действительности, например, что одна группа людей лучше другой из-за цвета их кожи. Это несправедливо и неправильно, но такое случается. И когда это произойдет, мы должны быть сильными, такими же, какими были вы». Джой подняла на него вопросительный взгляд. «Потому что мир не всегда добр», — мягко спросил Алан. «Но знаешь что? В тебе есть что-то, что сильнее их ненависти или невежества. В тебе есть любовь, радость. У тебя есть семья, которая поддерживает тебя, и сердце, которое знает, что правильно. И это то, что делает тебя сильной». Джой медленно кивнула, обдумывая слова отца. «Значит, мне не нужно бояться?» «Нет, детка», — сказал Алан, мягко улыбаясь. «Тебе не нужно бояться. Ты не одинок. И каждый раз, когда кто-то пытается унизить тебя, помни, что у тебя есть право быть здесь, как и у любого другого». Джой впервые за этот вечер улыбнулась, едва заметной, но искренней улыбкой. «Спасибо, папа». Последующие недели принесли Джой новое чувство уверенности. Школа предприняла дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что инциденты, подобные тому, с которым она столкнулась, больше не повторятся. Они проводили собрания, посвященные разнообразию и инклюзивности, приглашая спикеров, которые говорили о важности уважения и взаимопонимания в таком разнообразном сообществе, как их. И хотя боль от произошедшего не исчезла в одночасье, радость была сильнее. Она столкнулась с предрассудками и встала на другую сторону, не сломленная, а более решительная, чем когда-либо, чтобы стоять на своем. Она поняла, что в ее силах формировать свое будущее, требовать уважения, которого она заслуживает, и вдохновлять других на то же самое. В течение учебного года Джой все активнее участвовала в школьном клубе разнообразия, используя свой опыт для создания более безопасной и инклюзивной среды для всех учащихся. Она стала больше высказываться, делясь своей историей не только с друзьями, но и с учителями и одноклассниками. Ее голос, когда-то тихий, теперь вызывал перемены. Ален с гордостью наблюдал за своей дочерью. Он всегда знал, что Джой особенная, что у нее есть потенциал изменить мир к лучшему. И теперь, видя, как она поднимается над болью и превращает ее в нечто мощное, он понял, что она предназначена для великих свершений. В конце концов, дело было не только в водителе автобуса. Она была о мире, в котором росла Джой, и о силе, которую она
нашла в себе. Обидные слова и предубеждения, с которыми она столкнулась, не повлияли на нее. Ее отличали мужество, стойкость и любовь, которые ее окружали. И когда Джой шла по коридорам своей школы с высоко поднятой головой, она знала, что ее не остановить.